Проблема многих агентов в том, что когда они создают сайт, они не могут опираться на какой-то дизайн. Как решить эту проблему? Эта проблема решается, в принципе, тремя способами. Первый – это контекст, второй – это процесс, и третий – это файлы style в формате .md. Таким образом, мы можем решить огромное количество проблем, связанных с дизайном во время того, как мы строим наш сайт. И это нам прекрасно может помочь в дальнейшем взаимодействовать с другими приложениями, такими как построение презентаций, построение мобильных приложений и так далее. Также проблема многих агентов заключается в том, когда мы загружаем туда определенный какой-то скриншот сайта, который нам нужен, чтобы воссоздать его в нашем проекте. Он воссоздает примерно 60-70% из того, что необходимо сделать. Я бы разделил, наверное, на 3 этапа. Первый – это скриншот, это визуализация, визуальный какой-то пример, который мы можем отправить агенту. Второй этап – это CSS, это стили, которые мы можем передать агенту. И третий этап – это документ, который показывает правила, которые мы можем использовать при создании приложения, либо же постройке нашего сайта. Это все помогает нам для того, чтобы мы могли лучше взаимодействовать с агентом, и агент лучше понимал, что мы хотим ему сказать. После того, как мы нашли сайт, который нам нравится, и мы хотим взять из него дизайн, что нам необходимо сделать, это сделать скриншот сайта, собственно, да, этой странички, которая нам нравится, и попросить нейросеть, чтобы нам сделала она определенный дизайн по этому скриншоту. В промпте можно как раз-таки написать, вот, в принципе, то, что я написал, да, создать единственный HTML. Давайте откроем сейчас HTML, посмотрим, что у нас получилось. Итак, у нас получилось что-то около похожее, да, довольно неплохо, кстати говоря, очень похоже, но немножко отличается, да, от того, что нам необходимо сделать. То есть по цветам у нас в принципе хорошо, по стилистике у нас тоже хорошо, но опять же не то, что нам необходимо сделать. В дальнейшем, что мы можем сделать, это взять CSS файл, CSS стили и просто все скопировать, все, что мы видим, да, вот отсюда. Также вставить все это в нашу консоль и написать промпт, чтобы он ориентировался на CSS, который я ему отправил, и создал более-менее похожий дизайн с использованием того, что нам необходимо сделать. Итак, давайте посмотрим, что у нас получилось. Получился у нас довольно неплохой дизайн, который мы скопировали с сайта. Тут вот как будто бы красный цвет немного выкрутили saturation, и я бы, наверное, хотел попросить использовать оригинальный цвет в тексте, в типографике и в других элементах. Для этого мы используем плагин, точнее расширение VisBug, наводим, выделяем этот цвет и в дальнейшем пишем такой вот промпт, где мы обозначаем корректность цвета текста и вставляем сюда, собственно, цвет. Итак, хорошо, вот наш цвет, который обновился. Вы можете все текста, все бэкграунд, любой текст можете использовать, можете менять, можете взять отсюда, откуда-то любой цвет, таким образом поменять, что-то сделать и так далее, и все у вас будет работать. Тем не менее, есть еще лучший вариант, дальнейший, который раскроет на максимум потенциал агента, который будет делать для вас дизайн. Цель данного мува в том, чтобы использовать данный дизайн, данный файл в будущем как референс или еще как что-то, для того, чтобы мы могли строить презентации, приложения и так далее с дизайном, который нам необходим. Следующий шаг, который нам необходимо сделать, это Style Guide.
файл, к которому будет обращаться наш курсор, наш агент, наш ИИ, чтобы он воспроизводил ровно то, что необходимо мне. И это, наверное, самый важный промпт, который может быть. Мы пишем «прекрасно», сейчас мне нужно помочь сгенерировать детальный стайл-гайд. В детальном стайл-гайде будет overview, color палета, типографика, любые компоненты, тени, анимации и так далее. Для чего нам это нужно? Для того, чтобы когда в последующем обращался агент к дизайну, когда мы вносим какие-то функции дополнительные, он мог опираться именно на этот документ. После того, как агент создал нам стайл-гайд, мы можем уже переходить к следующим этапам. Но давайте сейчас посмотрим, что здесь он написал. Мы видим, здесь у нас есть компонент стайлы, тени, все прописано, все, что нам необходимо. Таким образом, в дальнейшем он будет исправлять или подправлять этот файл и опираться лишь на него. Это очень удобно и очень круто. Кстати говоря, у меня все пишется по-русски, потому что у меня стоит в правилах русский язык, но у вас, возможно, будет все на английском. И, скорее всего, это даже будет лучше, чем на русском он пишет. К примеру, мы можем добавить вот такой вот промпт, в котором он создаст нам to-do лист персонализированный, опираясь на как раз-таки файл, который мы создали. Давайте попробуем. Довольно неплохой у нас сайт получился, который мы видим. Очень хороший дизайн. Все благодаря нашему дизайн-документу, который, собственно, мы смогли составить, и с помощью него уже мы работаем. Следующий файл, которым я пользуюсь, это UI-дизайн. Он помогает нам структурировать в целом наш дизайн на сайте. Бывает такое, что перемешиваются кнопки, перемешивается типография, еще что-то, и нам с этим очень тяжело и сложно. Данный файл призван для того, чтобы упростить данную работу. Что я в дальнейшем делаю? Я использую промпт для того, чтобы он использовал мой UI-дизайн файл, в котором описана структура, типография, правила, политики и так далее для создания нормального структурированного сайта. В дальнейшем я хочу, чтобы он использовал мой UI-дизайн файл как опору для создания приложений, сайтов и так далее. И я его сейчас прошу о том, чтобы он составил новый to-do лист в единичном экземпляре, чтобы посмотреть, как это изменит ситуацию. Кнопки работают, относительно, да, они подсвечиваются. Появилась у нас какая-то интерактивщина. То есть у нас вот эти вот, да, как-то подсвечиваются, что-то есть, и это, просто офигеть как круто. Это офигеть как круто, согласитесь. Наш сайт уже стал более похожим. То есть, если посмотреть, как здесь, да, был в соответствии без нашего файла UI-дизайна, сейчас он у нас по-другому выглядит. И это действительно очень хорошо. Также я бы порекомендовал расширение, которое называется Super Design. Он может создать прототип данной странички, и можно будет без труда с ней работать в дальнейшем. Оно создает очень классный прототип для дальнейшего использования. Единственное, что, наверное, это платный, да, формат, но вот, пожалуйста, прототип создан. Здесь же можно сделать какой-то экстракт.